Всем привет, друзья! Меня зовут Вика, я художник, или мое творческое имя Викимир, так и называется этот канал, на котором вы смотрите данное видео. И сегодня я хочу поделиться процессом создания картины из мха, которая просто мне понадобилась для моего же личного интерьера помещения. Но я решила все это заснять на камеру, может быть, кому-то будет полезно. И такой экспериментальный вариант с закадровой озвучкой попробую, потому что обычно я в кадре вставляю видео, на котором я все это говорю и комментирую. Но я подумала, что лучше я в кадре буду клеить мох и что-то комментировать. Мох я заказывала через интернет, просто в каком-то магазине, в котором мне было удобно забирать, и у меня был килограмм мха, насколько я помню, а размер вот этой картины получился, не знаю, видно ли на видео, но она не маленькая, она примерно 90 сантиметров в длину и где-то, наверное, 65 в ширину. Боялась, что мне не хватит мха, поскольку я клеила такую картину в первый раз, и поэтому я буду делать сначала рисунок полосками. Вот видно сейчас на видео уголок заклеен, и чуть-чуть вот в сторону приклеиваю, не по низу, вот здесь будет еще лучше видно, потому что я подумала, что сделаю в таком случае полосами. Например, придет мох другого производителя, другого цвета и так далее, чтобы не было полкартины одного, полкартины другого цвета. Я решила вот такими волнами действовать, но у меня одной упаковки как раз хватило. Теперь расскажу про клей, который я использую. Это прозрачный силиконовый герметик. Ну, почему прозрачный, я думаю, понятно, чтобы работа была выполнена максимально аккуратно, потому что, повторюсь, клеила первый раз, и мало ли боялась, что чего куда попадет, клей где-нибудь будет виден белый. Помещение, в котором будет висеть картина, там может быть повышенная влажность, поэтому я подумала, что так, наверное, наиболее будет гигиенично и все это будет 100% держаться. Я посмотрела в интернете, клеют на ПВА, например, но я подумала, мало ли ПВА под действием высокой влажности воздуха, я имею в виду, конечно, по картине не будет течь вода, это не водопад. Клей ПВА я побоялась, что вдруг как-нибудь может подвести, и все-таки переклеивать по 100 раз мне не хочется. И, кстати, что я могу сказать, уже, наверное, месяц, а то и больше, картина уже вот эта на своем месте, и все с ней замечательно, все держится, ничего не отваливается, в общем, клей выполняет свою функцию. Что касается материала, который выступает задней стенкой, то есть непосредственно рама и вот эта поверхность, на которую я клею мох, это фанера в данном случае у меня. Я сначала взяла лист картона, и дальше на видео это будет видно, вот, был изначально картон, и
Картон у меня, в общем, такого размера вывернуло. Я подумала, что если есть возможность взять фанеру, возьму фанеру. Изначально хотела картон, потому что он легче. Рамкой выступает потолочный плинтус. Вообще, знаете, такой легкий, белый, я не знаю, как этот материал называется. Я его покрасила черной матовой краской. Картон, как я уже сказала, благополучно вывернула дугой. Не повторяйте моих ошибок, если у вас достаточно большой формат. Может быть, знаете, если 20 на 20 сантиметров, может, можно картон, но такой большой нельзя. И вот тут я на видео показываю, что я срезала уже покрашенную рамку, уголки отошли, я замазала все это шпатлевкой по дереву и снова покрасила еще раз в черный цвет, но уже на листе фанеры. И вот снова на видео процесс приклеивания мха. Знаете, я тут на 6-й минуте видео подумала о том, что, возможно, кто-то видит такой материал впервые, не понимает, что я такое зелененькое клею, и надо больше информации об этом. Поэтому в 2 словах расскажу. Это мох, он же называется стабилизированный лишай. И как его изготавливают, это все я некомпетентна, я, наверное, подробно не буду рассказывать. Я, насколько знаю, там его дегидрируют, потом его красят глицерином в любой цвет. Вот в данном случае он зеленого цвета. И, кстати, посмотрите, какие у меня руки зеленые. Лучше работать в перчатках, наверное. Я когда клеила, я об этом уже знала. Но все-таки в перчатках не так удобно, потому что приходится некоторые кусочки там разделять или что-то там от них отделять, делать из одного кусочка 2 кусочка, ну и так далее. Какие-то попадаются веточки, палочки, материал все-таки природный, и, возможно, в перчатках не так удобно. Я впервые увидела такую картину пару лет назад, мне кажется, в каком-то отеле на ресепшене. По-моему, это даже была не одна картина, а серия больших картин, которые висели рядом, 2-3, то есть одна картина продолжала другую по сюжету. И казалось это чем-то таким интересным, даже сразу непонятно. Какая-то 3D-модель леса, снятая с высоты птичьего полета, или что это такое. На самом деле в таких картинах может использоваться не один цвет, а несколько. Просто я люблю минимализм. Я еще раз повторюсь, это идет в мой интерьер, в мой дом. У кого какие вкусы, конечно. У меня вот такие. Несколько бывает цветов, полосы, бывают используются срубы дерева, какие-нибудь ветки, а также может использоваться эпоксидная смола, и тогда получается озеро в лесу. Тоже очень круто смотрится на самом деле. Итак, все, у меня последние штрихи, какие-то небольшие кусочки заполняю погуще, где какие залысины. И обратите внимание, у меня руки зеленые, да, приятный мягкий мох. Хочу всех поблагодарить за просмотр этого видео. Спасибо вам большое. Можете поддержать видео, поставив палец вверх, или можете подписаться на мой канал. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Я художник Вики Мир. Спасибо всем. До новых встреч. Пока.